Любителям скачивать VPN привет, а остальным подписка на Рутуб, Телеграм и прочие вкусности. Спасибо. А пока класс убийц. Поехали! Действие происходит в классе 3Е. Если что, учатся здесь самые слабые и бесполезные для общества бедолаги. И вот представляете, классный час. Правда, учитель здесь не обычный, а тупо кальмар. Плюс студенты все пытаются преподавателя поделить на 0. Одним словом, резня. Все дело в том, что недавно кто-то откусил 70% Луны, а потом явился к правительству, заявив, что следующим собирается помножить Землю. В честь такого с чудиком заключили соглашение, по которому он будет обучать отдельно взятый класс, а те, в свою очередь, попытаются поделить спрутовое. С условием, что ни одному из студентов существо урон не нанесет, пока они учатся и бьются в пытках-попытках. Как видите, выходит никак. А что до Луны, надеюсь, авторы учли то, что приливы, отливы и течения на планете зависят от спутника. Тем временем троица шизов придумала ультимативный план деления назойливого существа. Главный козырь, главный герой Наггетса. Он, представляете, ножом замахнулся и не попал. А оно и не нужно. Ведь суть заключалась в подрыве муляжа гранаты, наполненного кучей шариков, способных нанести урон чудаку. К сожалению, на первой серии все не закончится. Учитель живой, здоровый, еще и обновленный. Успел сбросить старую кожу и покинуть линию огня, а потом и того хуже, пролетел по округе и принес на показ таблички с домов бедолаг. Говорит, что за еще одну подобную выходку поделит кого-нибудь из близких. Что, конечно, обидно, досадно, но ребятки сами виноваты. Нужно было тщательнее продумывать планы и не подвергать опасности других. Из важного, чудаку привиделся какой-то флешбэк с какой-то учителькой, слезно молящей помочь изгоем из какого-то класса. Из полезного, ребятишки придумали преподавателю кличку, а то звать никак не вариант. Имя шиза теперь Кура. Новый день, новая попытка, а в этот раз с бейсбольным мячом. Естественно, ничего не вышло. Зато ради учительской поддержки Кура специально слетал на матч, где выступал мощнейший питчер, подачу которого пытается скопировать бедняга. Проблема проста. Достигнуть мастерства нереально, сколько ни старайся. Потому что физическая подготовка и гибкость суставов не такие. Значит, нужно учиться использовать на все 100 свои сильные стороны. Коротко говоря, трениться и еще раз трениться. А остальные пока в очередной раз попытаются, да ладно, ничего они не попытаются. Вместо ножей в руках уже оказались цветочки, которые для деления явно не подходят. Что, кстати, обидно. В смысле, цветочки жалко. Дети их сами сажали, поливали, растили. Без исправительных посадочных садоводческих работ не обойтись. Между тем, правительство пристроило одного из своих сотрудников учителем физкультуры в класс к ребятишкам. Теперь Карасама будет внимательно следить за происходящим и помогать быстрее прыгать, выше бегать, вот это все. Еще если вы вдруг не поняли, в школе работает ранговая система, и в низший класс отбросов, забытых всеми на краю леса, никто попадать не хочет. Потому учится усердно, тотально, доброкачественно. Что до наших студентов, Наггетса с подругой Каэдой обсуждают бесполезные шизоидные записки, которые как-то должны помочь в схемах и мемах с Кура, а остальные играют с учителем в пиньяту. Спойлер, выходит никак. Из клиффхенгеров. Некого Карму собираются вернуть в класс, откуда он когда-то за что-то сослан куда-то. Что, где, когда, пишите в комментарии. А ученики пока продолжат оттачивать навыки владения ножом на физкультуре. Спойлер, опять и снова выходит никак. Даже дотянуться до Карасумы не могут. А значит, до Кура и подавно не получится. Благо на учебу уже прибыл тот самый Карма. В честь такого можно даже поздороваться, и представляете, на руке горемычного оказались приклеены кусочки ножа, способного нанести кальмару урон. Гниль, мерзость, обидно, печально. Поздравим с первой нормальной попыткой. Впереди еще одна с мороженым, еще одна на кухне и так далее, тому подобное. Идея, конечно, отличная, но в итоге ничего из вышеперечисленного не сработало. Куры же быстрые, мощные, гиперпространственные и бронетранспортерные. Успевает не только уклониться от атаки, а еще и полезных дел сотворить. Получается, настоящий учитель, заботящийся об учениках. У Кармы на памяти уже даже был один такой, обещавший всегда поддерживать шиза, а потом возьми да взял и отчитал за побитого лучшего студента какого-то класса. Одним словом, гниль. Но Кура, знаете, явно не такой. И еще готов на все для благополучия своих подопечных и даже спасет их из любой беды. Раз так, попытка полета — отличный шанс поделить чудика на не да. Ну, ладно. Конечно, из этого ничего не вышло, все рады, живы-здоровы. У красноволосого даже нездоровая жажда крови, все, то есть пропала. Ну, поняли? Не поняли? Поняли? Нет? Здоровы? Нездоровая? Извините. На очереди закупка еды, спасение пострадавшей дамы и приветствие ее в качестве нового учителя. Зовут Ирина, преподавать будет иностранные языки, доверие внушает, даже Кура она понравилась. Даже настолько, что кальмар готов слетать во Вьетнам, лишь бы купить модный латте с двойным карамельным топпингом. Ладно, конечно, вру. Ирочка на самом деле очередной первоклассный киллер, специализирующийся на целях мирового масштаба и втирающийся ради расправы в доверие. Правда, вместе с тем, у нее оказалось тупо 0 IQ. В ловушке, подготовленной в инвентарной комнате, были расставлены стрелки с обычными свинцовыми патронами, которые, понимаете, тупо плавятся в кислом желтом туловище. Причем нюх у Кура первоклассный, потому он все заранее понял и предугадал, что мешало подмешать к обычным патронам те самые чудные, способные ранить цели, и тем самым еще и перекрыть запахом металла, запах резины, я даже не знаю. Но 0 IQ на Ирочке, а теперь еще и спортивный костюм, плюс размятые конечности, суставы, кости, мышцы, хрящи и остальные человеческие запчасти. В итоге, чтобы снова рабочего места не выгнать, пришлось даже с учениками помириться. Правда, звать преподавательку будут все равно по малолетне дебильному. Если знаете как, не пишите в комментарии, брань все равно удалится.
Тем временем, урок химии, попытка скормить Кура немного яда, добровольное испитие чудных напитков, и кто мог подумать, ни одна из пробирок не сработала. Значит, нужно лично, чисто по-нечеловечески, по-преподавательски помочь Пятиглазой изготовить мощнейшую делительную настойку, а потом это лучше испить чудного пойла. Яд, впрочем, оказался целебным снадобьем, которое способности кальмара только усилило. Теперь он еще и текучая жидкость, которую не поделить, не умножить, не знаю, что еще сказать, помянем. Из важного, на школьных собраниях ребятки все-таки обязаны присутствовать. Правда, остальные наших бедолаг ни во что не ставят, глумятся, потешаются, даже какие-то уставные документы ради мема решили не выдавать. С другой стороны, вон какие у Трие модные учителя, молодые, привлекательные, обаятельные, не то что у остальных. Одним словом, зависть. И того хуже, лучше, представляете, Кура вовремя пришел, ксерокопии раздал, мем испорчен. Обидно, грустно, печально, директор в шоке, еще и глаза покраснели, школьная иерархия нарушена, а это совсем не по уставу, выходит, деление подождет, ведь знание своего мусорного места учениками самое важное. Потому для прояснения всех нюансов ШИЗ даже лично посетил отдаленный корпус. Что там рассказывает про муравьев, эффективность, работоспособность, проще говоря, чуждо и только. Схема нерабочая, до свидания, удачи. Но и оставлять все просто так нельзя. Вот Кура и собрал всех на футбольном поле, чтобы и свою душную телегу про какие-то мемы провести. Успеваемость, понимаете, тоже важная часть ученического процесса, о которой студенты из Е никогда не помнили. А сейчас этого хуже, забыли. А у любого профессионального делителя всегда обязан быть запасной план, чтобы в случае неудачи можно было оперативно адаптироваться. А у ШИЗов, как видите, все мысли только о награде за избавление мира от угрозы. Так что теперь правила меняются. Если бедолаги не попадут в 50 лучших по итогу сессии, клоун их покинет. Ясно, понятно? Материал усвоили, к экзаменам готовы. Ладно, вру. В тестах, представляете, появились какие-то новые вопросы во много раз сложнее предыдущих. Интегралы, производные, какие-то схемы, мемы, кринж. Ожидаемо ребятки не справились, но не нужно печалиться. Ведь все это проделки директора, и даже Кура подобного никак не ожидал. Зато Карма, 1000 IQ интеллектуал, сдал все на больше, чем отлично. Выходит, никто никуда не уходит. Попростите, здравия. Тем более, следующий пункт высадки — школьная экскурсия в честь успешно закрытых долгов. Кура даже подготовил для всех справочники с исчерпывающей информацией о том, что, кто, куда и как действовать во всех возможных случаях и неслучайных случаях. Для путя придется разделиться на группы. В нашей будет Нагиса, Карма, Каэда, Бейсболист, Химичка, еще одна приглашенная особа. Но отдых не означает, что можно терять бдительность. Правительство подготовило очередную тотальную ловушку со снайперами для кальмара. Так что бедолагам нужно составить специальный маршрут для передвижения. И ну представляете, наша горемычная случайно потеряла блокнот в поезде, а каракули нашли недобрые токийские ластики. Одним словом, беда. Ребята уже ждут в переулке, засада успешна. Карма в одиночку отбиться не смог, Каэда с особой увели не весь куда. Обидно, печально, досадно, грустно, благо в путеводителе на такой случай есть инструкция. Ну и все, гнили выследили, душный флешбэк о нелегкой судьбе горемычной скипнули, учителя дождались, деление исполнили, про попытки преподавательского деления не вспомнили и ладно. Что до снайпера, так ни один выстрел в цель не попал, а после того хуже. Кура лично пришел поздороваться и поужинать с неудачником. В итоге чел тупо уволился и отправился в кругосветное путешествие, потому что нужно познавать мир, ведь это интересно, и в том числе изучением культуры и местности занимались ученики, когда готовили маршрут для путешествия. Сплошной, простите, кринж. Вечер выдался не лучше, там были какие-то душные любовные истории о том, кто кому нравится, и куда, и как, что я, конечно, скипнул. Не благодарите, все, что вам нужно знать, так мало ли из познавательного. У кальмара когда-то было 2 руки, 2 ноги и человеческая нормальная голова. Все. Из нового. В рядов пополнения новая ученица. К счастью, не человек, а какая-то искусственная интеллектуальная железяка. К несчастью, единственное, на что она способна, палить одновременно из всех орудий, наплевав на чувства окружающих и необходимость ведения занятий. Одним словом, кринж. Зато на следующий день одноклассники тупо связали ящик, чтобы никакое вооружение она использовать не смогла. Молодцы. Правда, все это обидно, досадно, и Кура без внимания такое дело оставить не может. Значит, нужно ночью произвести апгрейд систем, добавить 1000 нужных встроенных функций, оптимизировать вычисления и все в этом духе, потому что с одноклассниками нужно дружить и найти общий язык, а не вот, ну, понимаете. И кто бы мог подумать, действительно сработало. Общение, игры, веселье, поздравим с пополнением. Не благо, ночью все вернули к заводским настройкам. Благо, ничего никуда не вернулось. Рейцу все важные данные зарезервировала, так как сочла сотрудничество с ШИЗами необходимым для последующего уделения цели. Да. Лия по плану, встреча с дедом по совместительству учителем игры. Если коротко, пенсионер недоволен ведением дела своей подопечной. И раз она не смогла поделить цель, войдя в доверие, то смысла оставаться больше нет. Тем более ради занятий иностранными языками с какими-то там бедолагами. Обидно, досадно, к счастью, к диалогу вовремя присоединился Кура. Говорит, мол, старый свою внучку недооценивает, а еще проще устроить подставное пари. Кто сможет нанести удар карасами, тот и победил. Ожидаемо у деда ничего не вышло. Зато Ирочка, освоившая какие-то схемы, мемы, инструкции, успешно справилась с задачей. Ну то есть Карасума тупо поддался.
и скучного. Учитель чисто по-человечески свозил Карму и Нагису на примеру какого-то нового модного фильма. Спойлер, развязка оказалась банальной. Главным злодеем был старший брат младшей сестры протагонистки Нессы. Начали с клиффхенгеров. В классе скоро опять и снова пополнение. Итана, который, представляете, младший брат Кура. Правда, не по крови, а по, неважно, потом узнаете. Собственно, представление ученика. Зашел в класс без церемона, тупо сломав стену. Причем за окном дождь, а тип даже не промок. Зачем вам эта информация, не знаю. Куда важнее, что ребятки вот так сразу решили тупо устроить дуэль. Условия простые, выход за зону равносилен поражению. Вред другому учащемуся равносилен поражению, откисали равносильно поражению, и вы представляете, у Итана вместо волос тоже щупальца. Проще говоря, он такой же искусственный организм, как и Кура, поэтому и кличет себя младшим братом. В общем, ребятки потанцевали, потерпели, поплясали, попели, попили, пора и заканчивать. К счастью, нанесенные не 0 урона ничуть не поделили кальмара, а потом и того лучше клоун растворил клешни оппоненту чудным ножом, и выбросил за борт, чтобы неповадно было. Удивлены? Я нет. Телохранитель Горемычного, похоже, тоже. Итого, Итану подстрелили, усыпили, унесли куда подальше на профессиональную психологическую переподготовку. Вернется он или нет, не знаю, пишите в ком, извините, комментарии. Тем временем, представляете, спортивный фестиваль. Правда, Горемычный класс не участвует в основной турнирной ветке. Вместо этого, после всех игр бедолаг будут тупо унижать в бейсболе и баскетболе. Лучшие команды спортивных клубов. Не обидно и даже не досадно, потому что наши шизы тупо тренились с Кура и стали тотально непобедимы, потому что с какой бы скоростью ни была брошена подача, это все равно будет меньше, чем кальмарская сверхзвуковая. Ну и все, первый тайм выигран, даже директор вышел, чтобы поднять команды дух мощнейших, сильнейших бейсболистов. И кто бы мог подумать, прям сработало. Жаль, ненадолго. Третий раунд в нулях, отбить мяч не отбить, когда перед битой вплотную стоят два человека. Обидно, грустно, печально. Зато по итогу счет 3-2 в пользу бесполезных. Поздравим. Впрочем, классические учебные будни с упорством, превозмоганием и тренировками по ножам никто не отменял. Он, Карасума, даже заметил пару сильных сторон своих студентов, которые еще и на лету усваивают материал. Правда, одних заучивания, оттачивания движений, если вы не забыли, недостаточно. Еще нужен тотальный командный дух. Для такого стоит позвать старого армейского друга. Имя его говорить не буду, оно все равно не нужно, ведь чел точно никогда в сюжете больше не появится, если его уволят по причине гнилых мемов, среди которых не только скелеты из шкафа, а еще и пончики, эклеры, профитроли и прочие сахарные схемы, способные задать благоприятную атмосферу. Плюс насильственные методы воспитания, что это тоталитарно, осуждаю. К счастью, остальные того же мнения, значит, нужно несанкционированную резню остановить. Детей спасти, и что вы думали, не все так просто. Новая должность, приказ начальства свыше, и добровольно тварь готов уйти только в случае поражения. Только битва будет не с Харасумой, а любым из подопечных. Еще и на кону не резиновый кальмарный прикол, а прямо-таки настоящий нож. Благо Нагиса оказался молодцом, извернулся и скрутился, захват за 0 секунд взял, жаль, лезвие не той стороной держал. Поздравим, помянем. Уходить гниль все равно не хочет, но, как говорится, кто его спрашивал. Учителей нанимает директор, а он уже вот он, собственной персоной, принес заявление по собственному желанию и пару еще более гнилых, душных, душераздирающих фраз. Все, фундаментальные поздравления, которые можно даже отпраздновать чаепитием. А лучше анекдотом. Значит, дверь. Никто не стучит. Клиффхенгер, подумал Штирлиц. Вообще-то, реверсивный анекдот, выкрикнул с той стороны Геродот. И как начал стучать, дубасить, тарабанить, что есть мощи. Битбокс, констатировал Штирлиц. И начал подпевать типа. Все потому что я какая хуйня, нахуй. Да пусть кринж будет. А сейчас пляжный эпизод. Ладно, вру. Купание нужно было лишь для того, чтобы еще раз вспомнить о главной слабости щупалец. Если они впитают слишком много воды, становятся малоподвижными, то есть все деление будет легчайшим. Что до событий, так самого бесполезного одноклассника все тупо забыли, потому что в новые рамки коллектива чел встроиться не смог. Друзья с учителями ладят, обидно, завидно, грустно. Можно и мотоцикл уронить, и баллон с непонятно чем распылить. Ладно, даже скажу, там аллерген для Кура получен от Итаны. И его наставники уже готовы с новыми силами и возможностями делить в специально подготовленном месте намеренно отведенное время. А дальше заманка, приманка, ловушка, все оказалось куда хуже, чем ожидалось. Дамбу прорвало, бедолагу носит течением прямо на каменные камни. Так и до скисания недалеко, нужно всех одним словом спасать. А шиз, представляете, ну вообще не ожидал, что с ним могут так мерзко обойтись. Так в реку еще и, понимаете, подмешана жидкость, опасная для кальмарных схемов. Ничего не пойдешь, придется следовать плану кармы. Удар на себя отвлечь, спейсу для учителя сделать, а потом и того лучше поплескаться в водичке. Теперь Итана тоже не боеспособен и даже не бронетранспортерен, для кого обидно, досадно, а для кого отличная командная работа. Но вы только не подумайте, бедолаги не привязались к учителю настолько, что делить его не планируют, просто денежное вознаграждение они никому другому отдавать не хотят. Честно, именно так и есть. Из важного, опять и снова экзамены. Кура даже готов пойти на тотальную жертву ради успеваемости своих подопечных. Каждому, кто получит высший балл по своей дисциплине, будет разрешено беспрепятственно отстрелить одну щупальцу. Ну чем их меньше, тем меньше скорость, проще поделить, вот это все, понимаете. К счастью, даже директор в этот раз не планирует устраивать клоунаду. К несчастью, противостоять
Геремычным будут самые мощные отличники из А-класса, предводителем которых, представляете, является сам сын директора. А сыновители заподозрил, что отец скрывает какую-то информацию о Е-классе, и раз узнать все простым путем не выйдет, значит можно и с немощью посоревноваться. Тем более, так удачно сложилось, что Подхалим и Гнилого поспорили с нашими бедолагами на желание. Удобно, что пожелать можно буквально что угодно, в том числе только что составленный тоталитарный договор из 50 пунктов, по которому весь Е переходит под юрисдикцию А. Но что самое важное, нельзя будет ничего скрывать. Но не нужно печалиться, экзамены еще даже не начались. Ладно, вру, уже да. Ну то есть, тотальная резня! По крайней мере, примерно так шизы представляют происходящее у себя в головах. Коротко говоря, ближе к делу бедолаги получили высший балл аж по 3 предметам. Это как А-класс, только по 2. Ну то есть все, победа и даже минус 3 щупальца. Простите, в смысле 7. Оказывается, Гремычные победили бы при абсолютно любом раскладе, потому что 4 ребят тотально готовились к домоводству и сдали его на 100 баллов. Все в шоке, я тоже. На собрании совсем не весело и вообще не смешно. Ну а раз никаких ограничений по конкретике экзаменов не было, значит минус 7 и желание. К несожалению, среди всех потенциальных возможностей шизы выбрали самую лучшую. Для деления, конечно. Поездка на летний курорт, которую постоянно торжественно получает А-класс. Там пляж, вода, отличные условия для попыток, тем более раз 7 раз отрезанных да. Жаль, отмерять никто не стал, обидно, досадно. Еще и Кура опять и снова выдал справочники на 10 десятков тысяч миллионов сотен страниц. Еще и директор опять и снова что-то замышляет. И вот вы могли подумать, что сейчас будет пляжный, простите, кринж. Но нет, вместо этого ребятки тупо собрались половить жуков на продажу. Не пляжный, конечно, но извините, кринж. Еще была тренировка, на которую даже дед пришел. Но самое важное все-таки курорт. Ребятки, значит, поели, попили, пару-тройку ловушек подготовили, полетали, поплавали, загорели. Кура даже сбросил кожу, что он может делать лишь раз в месяц и только в экстренных случаях. Выходит, стало еще проще. Так что самое время тупо посмотреть телевизор. Где, кстати, показывают компрометирующий ролик, который, представляете, усыпил бдительность кальмара, что тот аж не заметил, как подступила вода. А потом ребятки отделили назначенные 7 запчастей, а потом этого хуже, вокруг появилась водяная клетка, а потом и вовсе снайперы выпрыгнули из воды, а цели на берегу оказались фальшивкой. Ну что вы думали, ничего не помогло, не сработало, у Кура был очередной козырь. Пузырьковая форма, восстановление из которой займет сутки. Шарик стал тупо неподвижным, но уничтожить его нельзя никак от слова абсолютно. Разве что отправить за 1000 световых лет от Земли, но все предусмотрено, и таких ракет не существует. Как, впрочем, и возможности беспоследственно откусить добрую половину Луны, не поплюяв на ее движение. Насчет злой, не знаю, не проверял. И извините. Очередная неуспешная попытка, обидно, конечно, но ничего не поделаешь, можно хотя бы заслуженно отдохнуть. Тем более, некоторые буквально валятся с ног, ну в смысле бедолагам действительно поплохело, а виной всему какая-то искусственно синтезированная зараза, уничтожающая клетки человека за неделю. Антидот у главной гнилой гнили на верхушке горы. Сопротивление бесполезно. Доступен честный обмен шарика на противоядие. Почему бы шизам не согласиться? Не знаю. Но они придумали какой-то модный способ попасть наверх в обход охраны, тупо вскарабкавшись по отвесной скале у, простите, дачи. Проникновение все, охранники отвлечены Ириной. Жаль, второй учитель тоже в минусах от чудного газа. Не жаль, противник тоже киснет. Следующий на очереди тупо кулачный чел. Противником будет, представляете, карма. Ну и все, потанцевали, дихлофосом подышали, пошли дальше. Нагису в девочки переодели, мимо охраны прошли, дверь открыли, пару других громил отключили, даже нашли, представляете, не муляжные револьверы. Осталась последняя дверь, еще одна схватка и потом, наконец, финальный босс. Лучший стрелок, кто мог подумать, запросто обдурен простой перетасовкой и якобы промахом. Пуля, от которого попала по прожектору, как говорится, финита ля комедия. А что до главной проблемной проблемы, так у противника припасены сотни дубликатов детонаторов от чемодана с лекарством. А сам враг, вы представляете, тот самый старый армейский друг, который, понимаете, кто мог подумать, сбежал из правительства, потому что смириться с произошедшим не хочет, не желает. И вообще виноваты не те, кто плохой, а те, кто сделали плохих плохими. Вот. Значит, будут душные диалоги, монологи, речи, которые, знаете, с радостью скипну. Потому что не знаю и не понимаю, что мешало правительству, руководящему операцией и детьми отправить на остров злосчастные сверхзвуковые самолеты с подкреплением. Ну и зачем слушать шиза, тем более выполнять его требования, я тоже не знаю. Там у двух одноклассников есть револьверы, стрелять они умеют, деление произвести тупо 0 времени. При попадании прямо в голову чел не то, что кнопку нажать не успеет, а даже не поймет, что его перемножило. Кринж, простите, кал, и того хуже, подрыв коробки с противоядием. Не ожидали? Да? Нет. Вслед за произошедшим Нагиса, кстати, тоже ошизел, схватился за нож и что-то там мямлет про дробные, целые остатки неделимой иррациональности. Поэтому вместо логики рассуждения, метания, непонимания, что делать, пойманный брошенный шокер, флешбэк с непобедимой техникой деда, активируемая при наличии 2 оружий, спойлер, техника сработала, но другой спойлер, на практике техника не рабочая, ну и ладно. Зато в конце концов все живы, целы, здоровы, даже противоядие не нужно, потому что противники на самом деле добрые добряки подменили отраву на антиактивированный уголь. Значит, произошедшее не больше, чем пищевое отравление, а против начальства наемники пошли исключительно от нежелания делить невинных детей. Плюс деньги платят скорее не за математику, а за хорошее самочувствие. Шиз же хотел, знаете, просто поглумиться, для чего никому плохо делать, не простите, нужно. А раз все-таки таки решено, самое время наконец-то устроить тот самый пляжный эпизод, к которому ребятки стремились весь сезон. Поздравляю, получается, с вас поздравления, подписка, комментарий, подписка, анекдот, подписка на сюда, лайк, подписка.
подписка на везде, обязательное посещение стримов, подписка, еще раз подписка. Не забудьте про VPN, который полезная вещь на все времена и случаи жизни. А что по поводу тайтла? Тотальный кик, вагон бессмысленных вырванных из контекста философских цитат и абсолютно антидинамичное развитие событий. В 5 крайних эпизодах так вообще не происходит абсолютно ничего. Из плюсов в опенинге челы смешно прыгают, и тема заглавная с битом, где типа такое: все, потому что я